Друзья, привет! Сегодня я решил сделать гайд по моду Forestry. Как обычно, я покажу только самые основные фишки этого мода. И больше всего я буду делать акцент на пчеловодство, потому что, по моему мнению, это самое полезное, что есть в этом моде. Помимо прочего, здесь есть лесоводство, здесь есть также с бабочками связанное направление. То есть, если это тоже интересно, пишите в комментариях, возможно, я это тоже буду обозревать. Так, ну давайте рассмотрим, что здесь самое основное в этом моде появляется. Во-первых, в этом моде появляется своя руда, апатитовая, медная, оловянная. Причем медная и оловянная совместима с аналогичными рудами в других модах, например, в Industrial Craft. Апатитовая руда появляется именно в этом моде, и если ее выкопать, мы получим апатит. Апатит имеет только одно направление, из него делается минеральное удобрение. А дальше оно используется там, например, в мультифермах. Мультифермы, по сути, это тоже отдельное направление в этом моде. И я, скорее всего, не буду подробно его обозревать, потому что, на сервере, где я играю, мультифермы запрещены. Есть, в принципе, много альтернатив. Но если вам будет интересно, можете написать в комментариях, и я сделаю отдельный обзор именно мультиферм, как ими пользоваться. Здесь еще есть, соответственно, ресурсы, которые по сути являются продукцией этого мода. Это, например, торф, зола, смолистый торф, который там можно выращивать или получать как побочную продукцию. Ну, вот, например, зола получается путем переплавки торфа. А осколок льда это уже продукция пчел. Вот. Это вот тоже продукция пчел, это продукция, например, брожения. Вот. Давайте посмотрим самые основные механизмы, которые здесь есть, которые нам потребуются для того, чтобы как-то автоматизировать, например, обработку продукции от пчел. Во-первых, механизмы в этом моде потребляют RF-энергию. Например, как в моде Thermal Expansion или Ender IO. Можно, соответственно, энергию прямо из этих модов подводить, или же здесь есть собственные генераторы. Вот, это электродвигатель, торфяной двигатель, биогазовый и вот еще какой-то заводной, даже ни разу не пользовался, честно говоря, им. Чаще всего пользуются электродвигателем, он просто потребляет электричество из мода, например, Industrial Craft, и, соответственно, переводит его в RF-энергию. Торфяной, соответственно, на торфе работает, биогазовый на биогазе. Вот. И на самом деле я вот, например, пользуюсь просто трубами из мода Ender IO, энергетические трубы края. Вот они также передают RF-энергию, и в принципе их более чем достаточно. С помощью них удобно передавать энергию, то есть я вот беру, как в предыдущих гайдах показывал, через узел передачи трансформирую энергию из мода Industrial Craft в энергию RF, и дальше уже по этим трубам передаю RF-энергию к механизмам, в том числе и из мода Forestry. Здесь не так много механизмов, и полезных из них там по пальцам можно сосчитать. Значит, давайте перечислим, посмотрим, какие здесь механизмы. Это, собственно, биогенератор, разливочный механизм, плотник, центрифуга, бродильный аппарат, увлажнитель, соковыжималка и дистиллятор. Есть еще вызыватель дождя, как правило, он запрещен на серверах. Электроламповый завод, сборщик дождя, вот, и рабочий стол. Самые полезные, значит, предметы в этом моде это плотник, центрифуга, соковыжималка и электроламповый завод. По сути, нам только 4 вот этих механизма потребуются для того, чтобы, например, автоматизировать обработку продукции от пчел. Если вам интересно, можете использовать, например, еще сборщик дождя, для того, чтобы воду копить во время дождя. Все остальное это в основном какая-то переработка продукции, и я, честно, не скажу, чтобы находил что-то прям супер полезное. Вот, это уже на ваше усмотрение. Если интересно, можете написать в комментариях, я как-нибудь рассмотрю каждый из этих механизмов отдельно. А так мы сейчас сосредоточим внимание на самых
полезных механизмах. Это плотник, центрифуга, соответственно, соковыжималка и электроламповый завод. Начну, пожалуй, я с электролампового завода, потому что он производит лампы и платы, точнее лампы, которые можно использовать в этих механизмах, ну, для того, чтобы их ускорить. Вот, например, у меня здесь стоят центрифуги. Вот центрифуг предназначение заключается в том, чтобы перерабатывать соты от пчел. Ну вот, например, возьму какие-нибудь соты. Наверняка они у меня есть в моей системе. Ну вот, к примеру, медовые соты. То есть они получаются от пчел, пчелы их производят. Кладем в центрифугу, и у нас пошла переработка. Вот, пожалуйста. Производится там воск, там капля меда, там с какой-то вероятностью. Это можно даже посмотреть. Вот, правым кликом, соответственно, мы можем увидеть, что из этих сот можно получать, с каким шансом. То есть воск 100%, и с определенным шансом у нас производится там капля меда в центрифуге. Как видите, здесь у меня стоит еще плата. Золотая усложненная. Вот, она увеличивает скорость. Здесь у меня, видите, потребление энергии идет на максимуме 5000 РФ. Передаю я, соответственно, энергию с помощью энергетических труб края. Вот и все. Значит, эти сами платы производятся в плотнике. Вот можно посмотреть, как они крафтятся. То есть 3 золотых слитка, красная пыль. Вот в плотник мы выкладываем эти ресурсы. Обязательно заливаем воду. Я это делаю с помощью шины экспорта из мода Applied Energetics. Я подаю сюда воду, выкладываю крафт. Обязательно запитываем энергией РФ. Тут, кстати, что-то у меня сбилось. Вот. То есть энергии запитали. И все, и, соответственно, крафтить можно, если здесь нужное количество ресурсов присутствует. Значит, для таких вот плат нужно 6 красной пыли, 3 золотых слитка. Берем такую плату. Дальше нужно, соответственно, для нее произвести в электроламповом заводе лампы соответствующие. Каждая лампа дает какой-то эффект. Если шифтом нажать, можно, соответственно, увидеть, что эти лампы могут давать. Так, нам для этого еще потребуется сейчас такая вот штука, паяльник. Паяльник производится у нас также в плотнике. Вот 3 железа и бронза. Бронза — это тоже ресурс из этого мода, который производится из одного слитка олова и 3 меди. Также бронза совместима из других модов. Берем такой паяльник, кладем сюда плату и, соответственно, выставляем режим, то есть, ну, для чего мы, соответственно, хотим эту плату использовать: электродвигатель, там, улучшение механизма, ферма, вот эта мультиферма, управляемая ручная ферма. И, соответственно, нужный эффект даем. Вот, какую-нибудь лампу, например, можем взять. Раз, и какой-то эффект они могут давать. Ну, как видим, здесь не выставляется, то есть для электродвигателя никакого эффекта нет. Механизм, пожалуйста, что-то он нам дал, да, повышает скорость, например. Ну, вот как раз. 4 лампы выставил. У меня вот эти печатные платы, они бывают разного типа. Там, вот они, значит, основная печатная, продвинутая, усовершенствованная и, соответственно, усложненная. То есть 4 вида. Из разного материала делаются там, если не ошибаюсь, олово, медь, по-моему, железо, да, и, собственно, золото. Они просто различаются количеством слотов, которые могут вмещать для ламп. А лампы сами производятся в электроламповом заводе. Также сюда сообщаем энергию РФ, там с помощью движка, например, или какого-нибудь другого типа генератора РФ энергии. Я с помощью труб передаю. Выкладываем также рецепт нужной лампы. Вот они, все рецепты есть. Если шифтом нажать, можно даже посмотреть, что они дают для каждого типа потребителей. Там в электродвигателе, управляемые фермы, ручные фермы там, или механизмы. Ну, для механизмов, например, соответственно, там они дают выигрыш в скорости. Вот, выкладываем рецепт. Еще нужно какой-нибудь, как сказать, катализатор, да, либо песок, либо стекло. Лучше стекло. Оно быстрее плавится. Вот раз, все, у нас жидкое стекло есть. И можем, соответственно, производить эти лампы. Все.
Здесь у нас ресурсы выкладываем, которые здесь потребляются. Здесь, соответственно, вот можно эти лампы взять и дальше с помощью паяльника, соответственно, опять же в плату запаять их. Ну, давайте еще одну возьму, еще раз продемонстрирую. Хоп, и выставляем. Так, пардон, это нужно какое-нибудь улучшение механизма. Все, вот, пожалуйста, получил такую плату. А дальше эту плату мы можем взять и поставить, соответственно, какой-нибудь механизм типа центрифуги, например, бродильный аппарат, если нет, здесь он не принимает, тут центрифуга принимает, кто еще, соковыжималка вот принимает, и плотник, да, нет, плотник не принимает, значит центрифуга и соковыжималка как минимум. Ну, это самые полезные механизмы, в принципе, вот. Значит, центрифуга у нас обрабатывает соты, плотник, как видели, мы уже производит некоторую продукцию из этого мода, например, паяльник, платы, анализатор пчел, здесь есть анализатор деревьев и прочее. То есть это некоторые крафты. Как правило, требует воду производства. Еще, наконец, механизм очень полезный в этом моде, это соковыжималка. Он, собственно, может производить, например, здесь где-то у меня был, да, вот мед. Я произвожу из капель меда, то есть поставляю сюда капельки меда, и из них производится мед уже в жидком виде. Ну, а из этого жидкого меда там уже тоже продукция определенная есть, его можно пить и что-то еще крафтить. Еще можно производить в этой же соковыжималке, сейчас покажу, попробую, какие-нибудь семена положить. Сейчас, так, семена, например, вот можно семена пшеницы сюда положить, и мы сейчас получим растительное масло. Растительное масло тоже используется для крафтов в дальнейшем. Например, вот если в плотник передавать растительное масло, то есть выложим такой вот дуб, то мы будем получать там эти самые корпус механизма. Такой вот. Сейчас покажу. Корпус механизма. Вот он, пропитанный корпус. Он делается, соответственно, из древесины в плотнике, и обязательно нужно растительное масло. Вот. А пропитанный корпус уже используется, например, для создания пасек и пчелиного улья. Ну, то есть в пчеловодстве. Вот. Но об этом уже в следующих видео. Спасибо за просмотр. Если для вас это было полезно, то, пожалуйста, подписывайтесь, оставляйте комментарии, лайкайте и говорите там, что вам еще интересно было бы обозревать. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Постараюсь уже в ближайшее время, соответственно, про пчеловодство более подробно рассказать. Спасибо.